И вот из этих остатков ткани после раскроя я вырезала 2 прямоугольника для кармашка. К сожалению, больше я вырезать не смогла. Вот такие вырезала, какие они есть. Кармашки у меня будут в одно сложение, то есть не двойные, а одинарные. И по ширине у меня получилось 20 сантиметров, а по высоте у меня получилось 15 сантиметров. Можно было, конечно, вырезать и побольше, но я уже сказала, что кусочки ткани у меня просто совершенно маленькие остались. И это все, что у меня получилось. Но мне, в принципе, для такой легенькой рубашечки больше карманы и не нужны. Она действительно очень тоненькая, очень легенькая. И максимум, что я сюда могу положить, это, допустим, ключ от квартиры. Он у меня такой легкий. И карточку какую-то пластиковую. Да? То есть, допустим, телефон уже сюда не войдет. Телефон, смартфон, что-то такое тяжелое сюда уже не положишь. Беру полочки и кармашки. Мне нужно будет определить сейчас расположение кармашек. То есть они у меня будут, карманы, не в шве, а накладные. Вот сейчас я просто беру, прикладываю к себе плечевую линию, пройму, прикладываю к себе боковую линию, ну вот прикладываю по верху. И приблизительно определяю, в каком месте у меня будет располагаться кармашек. То есть для своего удобства. Точно так же делаете вы. Я вот так вот определила, сложила пополам. Именно в этом месте у меня будет располагаться верхняя часть, вот так, кармашка. Что я делаю? Чтобы мне сильно не заморачиваться, мне нужно обработать полностью весь кармашек по краю. Ну, естественно, и второй. Здесь я сейчас оставлю меточки, где я хочу расположение кармана. Так, одну меточку поставила, разворачиваю. Вот она, моя меточка. И теперь смотрите, у нас передний срез по переду у нас ровненький. И я по отношению к этому срезу вот так на уровне этой меточки просто прорисовываю линию прямую. То есть просто как ориентир, где у меня будет начинаться карман. И переношу эту метку на другую сторону, на другую полочку. Так, сейчас разберусь, где верх, где низ. Совмещаю нижний срез, совмещаю горловину, чтобы было все ровненько. Так, и эту меточку просто вот так беру, эту линию, и продолжаю на вторую полочку. В принципе, ничего сложного. Готово. Пока убираем. Кстати, нам нужно определиться, на каком расстоянии от боковой линии будет пришиваться карман. Ну, я примерно так оставляю 1 сантиметр на шов и примерно 5 сантиметров вот так. То есть получается 6 от края, 6 от боковой линии. Вот она у меня будет меточка. Все, сюда будет пришиваться кармашек. Теперь идем обрабатывать сам карман. Но мне, конечно, хочется сделать еще и кнопочку, да, чтобы у меня застегивался кармашек на кнопочку. И, конечно, желательно бы, чтобы верхняя часть была пошире, да, подгибка. Ну, хотя бы 1-1,5 сантиметра, чтобы сюда сделать кнопочку, установить. Но у меня, к сожалению, я уже повторяюсь, ткани не так много. Я сейчас еще посмотрю, возможно, я так сделаю. Но сначала обрабатываю все 4 стороны. Итак, я обработала кармашки, обработала и отгладила. И все-таки я решила, что кармашки у меня будут располагаться именно вот таким образом. Не так, а вот так. То есть я хочу сделать верхнюю подгибку достаточно широкой, 3 сантиметра, чтобы можно было установить кнопочки. Посмотрела, сюда я войду, то есть рука у меня входит, нормально входит. И чтобы не забирать лишнюю ткань, я просто обработала ролевым швом. То есть на верлаке ролевым швом. Это самый узенький шовчик. Поэтому у меня получается так. Значит, я сейчас беру верхнюю часть, вот так, на 3 сантиметра закладываю наверх. То есть лицом к лицу. И скалываю вот здесь по краю булавочками. Строчу вот так здесь примерно на 0,5 от среза. То есть вот здесь я застрачиваю на 0,5, то же самое делаю с этой стороны. Смотрим за направлением рисунка, следим, если он у вас есть. У меня, я уже говорила, хаотичный рисунок.
Так, и кармашки должны быть одинаковыми. То есть это тоже, на это тоже обращаем внимание. Строчим вот здесь и работаем дальше. Вот так застрочила. Теперь аккуратненько выворачиваю, выправляю уголочки. Они, в принципе, легко выворачиваются, выправляются. И теперь по лицевой стороне вот так делаю подгибку, вот так наизнанку, примерно на 0,5. Полностью прокалываю по всем срезам, по всем краям булавочками. То есть полностью весь кармашек, по всему кармашку делаю подгибку 0,5. Вот здесь я делаю уголочек. Сейчас я сделаю и покажу. То есть вот она подгибка 0,5, снизу подгибка 0,5, а здесь просто идет наложение. Немножко больше сделаю, вот так чуть-чуть поменьше. Так, то же самое здесь делаю уголочком. И полностью прокалываю низ и второй бок. Можно, конечно, здесь делать наметочку, наметать этот шовчик, эти подгибки, то есть. Ну, я оставлю так. Нагрела парогенератор. Сейчас скалю, и нужно будет таким образом заутюжить наши кармашки, хорошенечко прогладить. Вот так прогладили, булавочки не убираем. Берем нашу полочку. Вот она у меня меточка, линия, где будет верх кармана, и меточка на 6 сантиметров от бокового среза. И вот так я беру, уголочком прикладываю вот сюда, к этой меточке. И теперь теми же самыми булавочками я беру и прикалываю карман к полочке. Сначала краешки, все хорошенечко расправляю. Смотрите, боковая линия кармана у нас может идти либо вот так чуть-чуть под наклоном в бок, тогда у нас сдвигается верхняя часть, верхний срез, либо она идти должна параллельно переднему срезу. То есть не боковому срезу, а переднему. Ну, я, наверное, сделаю все-таки параллельно переднему срезу. И вот так я буду прикалывать. Можно, кстати, отметить, чтобы здесь было ровненько. Я уже сделаю это все на глаз. И вот так я начинаю прикалывать. То есть можно вот так краешки, как я уже сказала, да, нижний край, верхний край, а потом уже между булавочками. Так, а теперь уже между булавочками прикалываем к полочке кармашек. Пришиваем кармашек. Я буду пришивать двумя строчками. Можно двойной иглой, можно просто двумя строчками параллельными, можно одной строчкой, ну, либо какой-нибудь зигзагообразной строчкой, да, то есть это уже дело каждого. Если у вас, допустим, однотонная какая-то ткань, и вы делаете яркую контрастную отстрочку, можно сделать, допустим, если синяя рубашка, ярко-оранжевая отстрочка. Ну, то есть можно сделать вот такой красивый контраст. Я буду строчить двойной иголкой, либо двойную строчку. Вот такие кармашки-симпатяшки у меня получились. Я надеюсь, видно на камеру. Рука входит достаточно свободно, чтобы что-то положить или что-то взять. Мне, в принципе, не нужны большие карманы, чтобы они утяжеляли внешний вид рубашечки. И вот здесь я сейчас делаю маленькие, практически незаметные кнопочки. Ну, допустим, если положить сюда какую-то пластиковую карточку или ключик, он у меня легкий от дома, я уже говорила, ну, либо бумажные деньги, чтобы оно у меня не выпало, чтобы было более надежно. Сейчас устанавливаю кнопочки, и мы с вами переходим, пока оставляем полочку в покое, переходим к спинке.
Как я уже сказала, спинку я буду сшивать одним швом. То есть я буду ее сшивать на оверлоке и прострочу рядом закрепочную строчку прямую. Длина строчки у меня будет 2,5 миллиметра. То есть вот так складываю сейчас две половинки спинки вместе, лицом к лицу. Можно сколоть, можно сметать и сшиваю. Спинка готова. Сшила две половинки спинки между собой и заутюжила припуск на одну сторону. Теперь кладу вот так лицом вверх спинку. И сверху кладу полочку, соблюдая, конечно же, стороны. То есть средняя половинка должна быть к серединке. Также кладу вторую полочку и сшиваю плечевые срезы. Ну, для начала я, конечно, скалываю. Сшивать буду также на оверлоке и делать закрепочную строчку, прокладывать рядом с оверлочной строчкой. Пришиваю сразу обе полочки. Итак, сшила плечевые срезы, и плечевые срезы я заутюжила на сторону полочки. Здесь две причины, почему я заутюжила припуск на полочку. Во-первых, потому что здесь у нас идет выточка, и чтобы не было утолщения здесь, то есть вот будет несколько слоев сразу, да, именно эта причина первая. А вторая причина, я в принципе так делаю всегда. То есть я хочу, чтобы мои швы были минимально заметны, ну или максимально скрыты.